Давайте без травм. Это самое важное. Вроде бы какая-то там бицуха растет. Бейч! Сюда! Сюда! Спокойненько себе, не дергаясь. Раз. Это ноги, мать его. Фишу. Сейчас как лупашу колесо. Только что мама не дала поехать. Есть. Погнали. 3, 2, 1. Итак, ребятушечки, всем привет! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня будет бомбаракетный, заряженный видос, а все это потому что этот видос от Дикого Дракона. Сегодня будем разбирать различного рода упражнения, которые можно сделать дома. По факту, как создать свой тренажерный зал дома. Все максимально просто. Расскажу, что можно сделать, как использовать все универсально, уникально, нестандартно и, конечно же, расскажу о элементах, которые можно делать дома и которые по факту будут вам в пользу. Поэтому, если тебе такой видос понравится, а он тебе понравится, лайкос влепил, а мы начинаем. Итак, ребятушечки, первое, с чего вам стоит начать, это, конечно же, вот так встать с дивана. Вот, вы были на диване. Встали с дивана и посмотрим, что у нас творится вокруг. Вокруг у нас вообще-то есть уже тренажерный зал. Теперь осталось его просто собрать красиво и вам рассказать, что, как, за что отвечает. Смотрите, значит, что у нас есть. В моем случае есть стулья. И я думаю, у каждого есть дома стулья. Ну, я думаю, это нормально, когда есть дома стул. А их еще должно быть 2. Нам надо будут вот такие вот стулья с спинками. Значит, смотрите, берем стул 1, папам, берем стул 2, папам. Дальше выбираем в своей квартире или в доме, где у вас есть свободное место. И, конечно, желательно, чтобы это было место прям нормальное, чтобы вам было комфортно тренироваться и у вас не было какого-то чувства скованности. Как вы можете заметить, в моем случае пространства у меня дофига. Там, вот там, то есть тренируйся где хочешь, как хочешь, используй все, что ты хочешь. Итак, значит, это у нас будут импровизированные брусья. Да, ребятушечки, как ни странно, открою для вас Америку, это будут брусья. И если у вас действительно нет доступа к нормальной площадке, и есть возможность поставить вот таких вот 2 стула, и я считаю, это будет офигенным заменителем для брусьев. Теперь объясняю по поводу брусьев. По факту универсальный тренажер, если его правильно использовать. Значит, смотрите, мы можем сделать уже, бабам. Мы можем сделать шире, бабам. Чем шире, тем больше нагрузка на грудные. И понятное дело, чем ниже, тем больше нагрузка на грудные. Здесь все максимально просто. Можно прокачать не только грудные, но и плечи, и трицепс. Вот, раз, поставили и работаем. Погнали дальше. Дома мы можем отжиматься от пола узким хватом, средним, широким, обратно. Дальше. Хват обычный. Кисти поворачиваем на 45. Заводим плечи вперед. Такого плана отжимания. Сейчас вам покажу. Оно выглядит как подводящее упражнение для горизонта. Завели. Отжимаемся. Крутая вариация отжимания. Советую каждому. Значит, смотрите. От того, что мы меняем хват, меняется группа мышц. Все понятно, все максимально просто. Не забывайте, конечно же, о качестве. То есть мы не делаем никакие, тазовые отжимания. Тазовые отжимания нам не нужны. Нам не нужны вот такие отжимания. Лучше сделайте 2 раза, но чисто, чем 5 каких-то рагульских и дерганых. Мы можем делать со стульями отжимания, как я уже сказал, на грудные. Поставили ручки, все как положено. Опускаемся максимально низко. На выдохе поднимаемся. Опускаемся. На выдохе поднимаемся. Самая наша главная задача — это что?
не травмироваться. Закинули ноги. Раз, два. Точно так же здесь мы можем менять хваты. То есть вот берем узкий хват. Погнали узким хватом. Средний. Широкий. По количеству, опять же, у каждого на свое. Я не знаю, ну какой уровень сейчас меня смотрит, ребят. Если вы начинающие, понятно, вам надо немножечко поподробнее все разобрать, как правильно делать брусья, как правильно делать отжимания. Так, дальше, ребят, что мы можем сделать еще? Ставим два стулья вот так, чтобы между стульями было пространство. Встаем в сторону. Здесь уже по факту упражнение на выносливость. И если вы создаете какую-то свою программу тренировок, это упражнение должно быть, потому что выносливость надо. Значит, смотрим. Отжимаемся. Прыжок, перепрыг, пам. Отжимаемся, перепрыг. И обратно. Прыжок. Прыжок. Опа. Все максимально просто. Максимально легко. Настроились как машины. Работаем. Сюда. Короче, как вы можете заметить, дракон уже на пампе. Ну а если для вас два, это уже прям перебор. Делаем вот так. Памчики, памчики. И все, что нужно будет сделать, это разочек отжался, перепрыгнул, отжался, перепрыгнул назад. Эйч, сюда, сюда. Вот так папочка работает. Когда мы уже решили с этим упражнением, можем переходить в следующее. Ну, тут определяемся, кому какой уровень лучше. Кто-то выбирает посложнее, кто-то полегче, потому что начинающий. То есть все зависит, конечно же, от вас. Так, дальше. Вот так опускаем. Оп, максимально легко. Подошли красивенько. Встали, настроились. Самое главное, берем на равномерном. Короче, берем одинаково и левый, и правый стул. Взяли. Стали ровно. Спинка ровно, смотрим вперед. Дальше. Не надо подкидывать эти стулья ногами, пожалуйста. Просто силой поднимаем. Опускаем. Поднимаем. Опускаем. Поднимаем. Опускаем. Дальше. Сделали энное количество вперед, в сторону. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Максимально легко, нет ничего сложного. Понятное дело, прям сильно в теории я не сильный, честно скажу. Я по факту уличный воркаутер, и я тренируюсь, если у меня нет возможности тренироваться на площадках, именно так, тупо по хардкору херачу и не даю себя расслабляться, вот так вот. Это упражнение, понятное дело, ежу для наших плечей. Вот, для плеч. Для наших плеч. Опять же, по количеству, по подходам, каждый выбирает, как кому удобно. Потому что я показал вам упражнение, а там дальше уже разбирайтесь. Так, пацаны, с плечами все понятно. Разобрались, потренировали, погнали дальше. Итак, дальше прокачаем с вами бицуху. Опять же, есть дофигища различных вариаций, как качать бицуху. Я буду показывать то, как качаю бицуху я. Вроде бы что-то есть, вроде бы какая-то там бицуха растет, поэтому я думаю, что я качаю для своего тела нормально, и мне эти упражнения подходят. Итак, погнали. Значит, смотрите, кисть разворачиваем ровно, после чего также ее и поднимаем. Подняли, медленно опустили. Стараемся не делать никакие рывочки. Опять же, такого не делаем. Читинг не приветствуется. Спокойненько себе, не дергаясь. Раз, опустили. Опять. Раз, опустили. Дальше кисть доворачиваем. Со стулом, конечно, это сделать проблематично, но я думаю, несколько попыток, и вы поймете как. Поднимаем. Здесь мы начинаем разворачивать. Развернулись. Опустили. Опять включаем. Развернули. Опа, ебалу.
опустили. Опять развернули. Бицуха хорошо напрягается. Опускаемся. Не забываем, конечно, и на правую руку, и на левую. Многие воркаутеры делают. Несколько подходов сделал, уже такой ходит и просто вот на себя смотрит. Он даже не видит, что вообще происходит вокруг. Ему самое главное смотреть на себя. Если ты такой же, лайкос лупаш. Взрывные отжимания, это, конечно, уже level up. Это уже для тех, у кого стальные яйца. Значит, смотрим. Встаем вот так. Значит, смотрите. Стулья сильно прям узко не берем. И очень широко также. Упасть никто не хочет. Значит, смотрите. Стали руки на ширине плеч. После чего делаем взрывное отжимание. Залетаем на стулья. Здесь также. Спокойно опустились, поднялись. Опять. Короче, упражнение крутое. Кто уже там прям level up, берите на вооружение. Хочу вам показать несколько вариаций отжиманий от пола, то есть динамических отжиманий от пола. Не обычные вот эти отжимания, а динамические, которые хотят научиться многие. И особенно, конечно, начинающие. Давайте начнем с самых базовых. Это хлопочек спереди, хлопочек сзади. Погнали. Итак, ну здесь все легко. Прям спереди, сзади. Максимально легко, и это база. И теперь переходим немножечко на level up. Это хлопочек спереди, хлопочек сзади. Одновременно. Прям бум-бум-бум. Пам! Это было сильно, да? Лайкос, если, да? Немножко усложняем. Хлопочек спереди, хлопочек сзади. Опять хлопочек спереди. Это по факту вариации отжиманий. Если ты их научишься зимой, вышел весной на турник на брусе, такой, ребят, смотрим, упал на пол, нахер там наяривать хлопочки. Я думаю, твои друзья охренеют. Так, погнали. Level up. 3 хлопочка. Третий был слабый, но он был. Сейчас еще раз. Есть. Сюда. В копилочку. Так мы не делаем. Не надо так делать. Это максимально глупо, максимально бредово. Не надо позориться. Вылет. Руки, ноги в сторону. Легко. Нет ничего сложного. Встали. И погнали. Легко. Прям легко не почувствовал, но что я, если скажу, что есть усложненная версия, и она выглядит прям максимально топово. И вам не надо делать вот этот шаблонный элемент, а можно сделать что-то свое. Вылет и ноги, и руки, хлопочек сзади. Это мощно, да? Погнали. Смотрим. Сюда его. Не рассмотрел? Еще раз. Дядя, кто тут папочка, а? Итак, драконы, вариации отжиманий продолжаются. По факту отжимания и складочка. Пам! Еще раз. Пам! Крутая вариация, а представьте, если это все дело соединить в одну комбинацию. Это будет что-то с чем-то. Во-первых, ты тренируешь элемент, потому что как ни крути, это элементы. Во-вторых, ты тренируешь выносливость. И как ты ни крути, а баночки-то напрягаются при этом, понимаешь? Легкая вообще вариация, нет ничего сложного. Все, что вам нужно знать, это то, что вам нужно вылететь хорошо. Потому что если ты слабо откинешься от пола, ты не докрутишь. Я надеюсь, я докручу. Let's motherfucking go! Итак, по поводу вариации отжиманий, конечно, это все круто, но, к сожалению, весь видос не могу занять одними отжиманиями. Херачь в комментариях комментарий. И я буду понимать, что для тебя эта тема интересна. Возвращаемся к залу. Как ни крути, это будет прям и зал, и элементы. Это будет прям вот так. Это ноги, мать его. У меня, слава
богу, все хорошо вроде. Конечно, подкачать их немножко, но ноги у меня хорошие. Это все из-за того, что я прыгаю, мать его, сальтухи. Поэтому воркаутеры, хочешь ноги, прыгай сальто. Также используем 2 стула. Все, что нам нужно сделать, это просто делаем запрыг на стулья, приседаем, прыгаем назад, еще раз приседаем. Конечно же, демонстрируем. Запрыг, сели, спрыг, сели. Опять, запрыг, сели, 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 сели. Не могу сказать, что это прям идеальная была техника приседаний. Конечно, те, кто занимается в качалке, могут сейчас начинать обсирать в комментариях. Но в целом, вот так я делаю, когда я хочу немножечко напрячь свои ноги. Стоишь красивенько, сел, пам, сел, пам, 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 пам. Дома ноги тренировать это вообще не проблема. Трицепс надо тренировать. Трицепс надо качать, и у меня для этого есть офигенные упражнения, помимо отжиманий на брусьях. Смотрим. Встали, поставили руки. Обязательно. Вы можете заметить, что стул я подсунул к стенке. Делаем точно так же. Поверьте моему опыту, надо делать так. Встали. Ноги назад. И смотрим. Опускаемся. Пам. Поднимаемся. Пам. Выжимаемся. Наша задача себя прям прожать максимально. Вниз. Выжимаем наверх. Прожимаем себя. Еще раз. Опускаемся вниз. Пам. Пам. Прожимаем. Не забывайте дозировать все в количестве. Не перебарщиваем. И также не надо себя жалеть. То есть делаем все вот так прям по центру. 10 я не могу. 3 для меня это много. Ребят, старайтесь в себя верить, и у вас все получится. Итак, драконы, в перерывах между тренировкой, да, обычных там тренажерных элементов, делаем нормальные воркаутерские или не очень воркаутерские элементы. Я вам предлагаю к вашему вниманию. Значит, смотрите, если место у вас позволяет дома, что мы можем сделать, что мы можем научиться или натренировать, чтобы всех друзей просто удивить, чтобы они все охренели. Показываю. Значит, первое. Колесо через одну руку, мать его. Там покачался, во время отдыха херачишь элементы и потом вышел через 3 месяца. Шо, ребят? Хотите охренеть? Сейчас как улупашу колесо, вы охренеете, подзавалите. Значит, смотрите, колесо через одну. Уже друзья все смотрят, все, зрители собрали, погнали. Все плачут, все орут просто. Ну, вот так. Так, погнали дальше. Что мы можем еще сделать? Конечно же, всеми любимые балансы. Балансы хотя бы на 2 руки. Показываю. Встаем, оп, собрались. С отмаха вылетаем в стоечку на руках. Раз, 2. Все. Можно ходить, можно фиксировать, можно крутиться. На самом деле здесь возможностей прям дофига. Все, конечно, зависит от вас. А если ты до сих пор не умеешь стоять на руках, не огорчайся. У меня для тебя есть хорошая новость. В описании оставлю ссылочку, где я показывал там, как научиться стоять на руках. Залетел, посмотрел, вернулся сюда. Следующий элемент под названием Keep Up. Погнали. Сразу почувствовали себя Джеки Чаном. Сели вот так красивенько. Настроились. Погнали. Максимально легко. Еще раз. Сейчас попробую сделать немножечко чистее и прям красиво попробую сделать. Но вот это уже было получше. Поэтому плюс один элемент, который я вам предлагаю к изучению. Keep Up. Если ты хочешь его научиться, обучалки у меня нет. Если ты хочешь, чтобы я снял обучалочку, в комментарии залетай, пиши: Димон, давай обучалочку на Keep Up. Со стульями уже, в принципе, можно завязывать. Ну а что я вам скажу, если мы сейчас будем использовать стол? Показываю. У нас есть стол. Стол обычный. Разворачиваем стол таким образом, чтобы крышка впиралась вам в спину. Пам-пам. Встаем вот так к столу. Раз, 2.
Я уже вижу, как вы дома переворачиваете столы, поэтому давайте, ну, не стесняйтесь, смелее. Значит, встали, ножки взяли врозь, медленно опускаем, ручки, пам-пам, жопой держим стол. Опускаемся, 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 пам-пам. Вот, все, четенько. Здесь делаем отжимания, пам, 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 сюда. Ломаем этот стол. Только что мама не дала. А если серьезно, реально, если вы хотите как-то немножечко усложнить свои отжимания, это офигенное упражнение с дополнительным весом. Поворот. Раз, два, три. Ручки переставили. Пам. Все. Мы лежим. Дальше. Ставим руки здесь. Понятное дело, сильно грудные мы не прокачаем. Но я вам скажу, если вы себе под спину что-то подложите, чтобы, ну, прям вы были на возвышенности, я думаю, можно грудные прокачать. Но опять же, давайте без травм. Это самое важное, это самое главное. Поставили и погнали. Конечно, так можно качаться вечность и нифига не накачаться, но не всегда нам нужны упражнения для того, чтобы накачаться. Мы можем просто делать упражнения для того, чтобы привести наше тело в тонус и как-то разнообразить свои тренировки. Дальше. Пам-пам. Поставили ноги. Это уже совсем другая история, ребят. Здесь ножки тренируем. Если вам очень легко, оператор, туда. Добавляем вес. Есть, погнали. Когда успешно вылезли из-под стола, понимаю, насколько мы машины, насколько мы молодцы, что херачим вообще в любых условиях, при любых обстоятельствах. Можно включать фантазию дома и что-то придумать. Это вообще не проблема. И не надо ныть, что у тебя нет возможности, у тебя нет бабла, там у тебя еще 1000 миллионов отмазок, ты там не можешь выйти из дома, потому что у тебя срачка. Короче, не ищите оправдания, ищите возможности. Это не очередная какая-то там мотивационная фраза, дабы показаться умным. Нет. Это на самом деле так. Если ты хочешь, ты в любом случае найдешь миллион причин, чтобы это все сделать. Творите историю, делайте так, чтобы с вас брали пример. И все, что я хочу сказать напоследок этого видоса, подпишитесь на канал. Нажмите в колокольчик, чтобы не пропускать новые дикодраконские видосы. Поставь лайкос этому видосу, если он тебе зашел. Если ты хочешь вторую часть, напиши еще комментарий, напиши: Димон, было круто, было офигенно, давай вторую часть. Верьте в себя, у вас все получится, я в вас верю. Погнали.